В глухой северной тайге среди старых елей и покрытых мхом валунов шла бурая медведица. Воздух в лесу стоял тяжелый, сырой, с резким запахом хвои, смолы и прелой земли. Зверь спускался по каменистому дну распадка, чутко прислушиваясь к каждому лесному звуку. Основная часть выводка разбрелась по ягодным кустам, но один медвежонок, самый любопытный и непоседливый, упрямо держался возле самой матери, едва не наступая ей на пятки. Она учила его суровой таежной жизни без всяких уступок, заставляла запоминать запахи гниющих пней, сухой коры и ледяной родниковой воды. Когда детеныш пытался слишком дерзко карабкаться на вывороченные корни или подходил к опасным обрывам, медведица жестко осаживала его тяжелой лапой, удерживая на безопасной тропе. В тот душный полдень внимание медвежонка привлек темный провал у подножия высокого утеса. Оттуда веяло холодом и сыростью, а на мокрых камнях блестели капли после ночной влаги. Медвежонок фыркнул и юркнул за валун. Мать спохватилась слишком поздно. Она ринулась за детенышем, но под ее весом сухая подвижная особь не выдержала и поплыла. Край обрыва осыпался вниз. Передние лапы потеряли опору, грудь с глухим ударом врезалась в твердую породу, выбив из легких весь воздух. Тяжелое туловище по инерции ухнуло в узкую каменную расщелину. Скалы сошлись, словно тиски. Зверь не мог ни развернуться, ни толком упереться лапами в стенки. Каждое судорожное движение только глубже загоняло плечи в трещину. Острый камень сдирал жесткую шерсть вместе с кожей, вызывая тупую растущую боль. Дыхание медведицы сбилось на частый прерывистый хрип, который эхом отдавался в глубине скального массива. Медвежонок застрял на верхнем карнизе. Он дрожал от страха и тонко жалобно верещал. Остальные малыши, услышав шум и треск, выскочили из папоротников, поднялись на задние лапы и принюхались. Но вместо игры от расщелины потянуло запахом крови и дикого испуга. Повинуясь инстинкту, они метнулись в сторону и залегли неподалеку в густом буреломе. Солнце подбиралось к зениту, нагревая серый гранит. Тень уходила, оставляя беспомощного зверя под прямыми лучами. Воздух застоялся, а минуты тянулись бесконечно долго. Поняв, что рывки лишь сильнее зажимают ловушку, медведица затихла. Она уткнулась носом в прохладную щель между камнями и перестала рваться, экономя остатки сил. Глаза ее оставались открытыми, она просто смотрела вверх на метавшегося наверху детеныша. В этом заторможенном взгляде отражались только физический шок и глубокое истощение. Малыш безумствовал на краю обрыва. Он царапал сухой камень, вскакивал, отбегал к небольшой лужице на скале, жадно делал пару глотков и снова возвращался, беспомощно свешивая лапы над провалом. Голос его к полудню совсем осип. Помощь пришла неожиданно. По заброшенной лесной колее, надрывно рыча мотором, пробирался внедорожник инспекторов заповедника, возвращавшихся с обхода. Услышав тяжелый гул, медвежонок на мгновение заметался, а затем выскочил прямо на объезженную грунтовку перед самым бампером. Затормозивший водитель и его напарник сразу поняли, со зверьком что-то не так. Он не убегал в глушь, а крутился у колеи, метался и постоянно оглядывался на скальный обрыв. Опытным егерям не составило труда разглядеть свежую особь и услышать тяжелые звуки из расщелины. Оценив ситуацию, узкий зажим, риск повторного обвала и непредсказуемую реакцию дикого зверя, инспекторы действовали быстро и без лишней суеты. Сначала применили дистанционный инъектор с седативным, чтобы снять шок и предотвратить остановку сердца у медведицы от паники и удушья. Как только препарат подействовал и зверь обмяк, люди достали гидравлический разжим и лом. Вместо попыток сдвинуть монолитную скалу, егеря уперли инструмент в верхний заклинивший валун и зафиксировали подвижные камни упорами. Металл со скрипом надавил на породу, и обломок гранита со скрежетом подался в сторону на несколько десятков сантиметров. Зацепив расшатанный камень тросом силовой лебедки, инспекторы дали газ. Двигатель внедорожника глухо зарычал, завал разошелся, и тяжелое туловище медведицы наконец удалось вызволить из плена, осторожно спустив на ровный пятачок земли. Медвежонок тут же подскочил к матери, уткнулся мокрым носом в ее морду и сжался в комок у ее живота. Люди проверили пульс и ровность дыхания, оставили неподалеку ведро с водой и отошли к машине, чтобы не провоцировать зверя при пробуждении. Спустя время, когда зной спал, медведица тяжело вздохнула.
Веки задрожали, зрачки сфокусировались на детеныше. Она издала глухой хриплый звук, на который малыш ответил тихим, радостным урчанием. Поднималась она долго. Лапы подкашивались, затекшие мышцы плохо слушались, на боках олели рваные ссадины. Медведица тщательно вылизала шерсть детеныша, жадно напилась из ведра и принялась медленно восстанавливать силы у ближайших ягодных кустов. Когда к ногам вернулась уверенность, а в глазах погас мутный хмель от лекарства, мать подтолкнула детеныша головой, и они пошли вверх по распадку, подальше от открытого места. На границе черничника раздалось фырканье. Остальные медвежата, спрятавшиеся в зарослях папоротника, учуяли знакомый запах матери, осторожно выбрались на тропу и примкнули к семейству. У самого хребта медведица на секунду замерла, втягивая носом воздух с нижней дороги. Внизу, возле машины, все еще стояли люди, но зверь больше не проявлял тревоги. Медведица развернулась и повела выводок дальше в чащу. Тайга смыкалась за ними, возвращаясь к своему привычному суровому распорядку.